Этому предприятию запрещено официально иметь на работе иностранцев. Это означает, что работник должен спросить, потому что эта информация, она как будто тайна. Да, ты должен просто получить согласие. Здесь, закроем глаза, да, вы не поменяли свой статус, у вас было 5 лет для этого. Можешь воспорить в судебном процессе, если хочешь, но это длинный вариант, который ты никак на это не повлияешь. Может случиться так, что очень много будет подач. Как это повлияет на аудиенцев, это я не знаю. Коллапс. Да, будет коллапс. Это издержки демократии. Приветствую, друзья! Мы снимаем очередной наш подкаст, платформа Лавия. У нас в гостях наша верная, надежная помощь и опора адвокатской канцелярии в лице Геворга. И сегодня мы поговорим на тему, которая сейчас достаточно актуальна. Она всегда была актуальна, но сейчас как будто бы интересные тенденции намечаются, вопросы трудоустройства. Итак, в связи с понятной ситуацией, огромное количество граждан Украины находится в Словакии. Часть из них по упрощенному, скажем так, по упрощенной процедуре работают на предприятиях, на заводах, на компаниях Словакии. И, соответственно, многие из них так или иначе хотели бы перейти к более прочному, более какому-то такому твердому, более понятному статусу, вид на жительство по работе. Давайте начнем это обсуждение и рассмотрим, какие бывают ситуации, какие с этим возникают сложности, потому что мы к этому вернемся, уже появляются такие необычные формулировки в ответах уряда працы. Мы к ним вернемся чуть позже. Давайте просто базово, что нужно человеку, чтобы перейти он в статусе одеденец, трудоустроен на фабрике и хочет перейти на статус вид на жительство по работе. Знаешь, там есть такой очень специфический нюанс. В том числе, что люди, которые одеденец, они реально, их можно принимать на работу. Но такого не было до войны. А этот статус им дает возможность или работодателю дает возможность, ты просто его принимаешь на работу. И не надо все этих ураду працы и остальных вещей, потому что у него такой статус. Но если он хочет стать полноценным работником и по статусу, то есть меняет свой статус из временного убежища одеденца на по работе, ВНЖ по работе, тогда ты должен исполнить некоторые нюансы, которые есть. Это связано с урадом працы. В том числе, что место, которое хочет работодатель, на место, которое хочет принять иностранца, он должен открыть это место, рабочее место, попробовать взять кого-то на работу с тех, которые уже в стране, например, с ВНЖ по работе, или словаков, или людей с ПМЖ, или одеденцев, например. Просто это место он может закрыть кем-то другим. А если ему не получается это место закрыть, то тогда ему закон позволяет взять кого-то за рубежом. Но это не тот альтернатив для людей, которые уже есть одеденец. Потому что ты его уже на работе, он у тебя на работе. Ты не ищешь его снова. И хочешь его принять на нормальный статус. Тогда ты в уряд працы должен все равно сделать это заявление, подождать 30 дней, вакансию открыть и так далее. Но ты потом указываешь ураду працы, что у тебя уже есть человек. То есть ты эту вакансию открыл на конкретного человека. Там есть нюанс, что да, они принимают, что у тебя есть человек, ты уже будешь его брать, то есть это вакансия формальная. В этом нюанс. А если люди не соблюдают все эти правила, уряд працы пишет нет. Потому что говорит, ты не исполнил пункты закона. А люди не понимают, или работодатель не понимает, что пункты закона, они все равно должен ты его исполнить. Просто сейчас чрезвычайная ситуация, статус другой, одеденец другой. Но по факту, если бы это все не было, ты все равно должен открыть рабочее место, подождать 30 дней рабочих, или полный месяц. Потом взять кого-то третьего из других стран, получить на это соглас, сделать студенческую полицию, получить ВНЖ-карту по работе и таким образом его принять на работу. Но он же у тебя работает уже, ты просто ему статус меняешь. Ты не увольняешь одеденца,
и не ждешь, пока его можешь снова принять на работу. Ну, по факту ничего не меняется. То есть человек как был на рабочем месте, так и остается, только меняется его как бы статус с точки зрения Словацкой Республики. Юридически меняется. С точки просто зрения работодателя и работника Был нет. человек за станком, и как был, так Да, остался. в бумажном формате, юридическом формате, урадом працы, цивильная полиция, все меняется. Другой статус, то есть другой параграф. Два слова немножко для тех, может быть, кто менее понимает, для чего эти все нужны сложности. Каждая страна стремится защитить свой рынок труда от приезжих в пользу коренных жителей, собственно, граждан страны или тех, кто уже здесь живет с каким-то постоянным статусом. Таким образом, существует перечень профессий, по которым есть нехватка рабочей силы, существует либо фонд занятости, либо уряд працы, как в Словакии, который следит за тем, чтобы в стране хватало рабочей силы по разным направлениям, чтобы страна развивалась и чтобы был некий баланс и соответствие. Поэтому, когда компания хочет принять на работу иностранца, она должна официально создать вакансию, да, и прежде чем эту вакансию сможет занять иностранец, эта вакансия предлагается для рассмотрения всем, кто есть на рынке труда уже, то есть для граждан. И если никого не нашли, то тогда как будто бы, пожалуйста, уже берите иностранца. То есть вот такая просто логика, чтобы, может быть, кто, скажем так, немножко далек от этой темы, чтобы более-менее понимали, что происходит. Вернемся к нашим, адиденцам, которые проработали. Вот если, соответственно, человек работает до 6 месяцев, у него процедура полностью полная, процедура после 6 месяцев, она немножко упрощенная. Но вернемся к вопросу, о котором я уже упоминал. Недавно произошел такой случай. Уряд працы в ответ на просьбу работодателя дать согласие на конкретного человека, на занятие конкретной вакансии, который уже работает здесь, в этой компании, в статусе адиденец, работает больше 6 месяцев. И ответ уряда працы был такой: мы не согласим, потому что человек уже работает, и ему ничего не мешает работать дальше. Поэтому мы не согласны. Вот что делать? Потому что это с одной стороны уряд працы как будто бы может так ответить, но с другой стороны как будто бы у человека может быть желание все-таки поменять статус, потому что впереди мало ли что будет, да, а иметь твердый статус все-таки хотелось бы. Как поступать в этой ситуации? Знаешь, там главный пункт в том числе, что закон, который говорит ураду працы, как должен он поступать, он старше, чем закон, связанный с адиденцами. То есть изменения в законе об иностранцах, они новые, а изменения в законе о службах заместности, который говорит о том, каким образом уряд працы должен это согласовать, он старый. То есть они как будто не совпадают в одно и то же... У них разные места будет. Да. Потому что никто не думал над этим, что будут какие-то адиденции. То есть придумали какой-то статус, который как будто не совпадает с тем, что предыдущий формат закона позволял. И поэтому остались серые места, которые каждый уряд працы может чуть-чуть по-другому себе их выполнить. Закон об этом не говорит. Закон говорит просто об иностранцах. Он не меняет, не делает разницу между иностранцем из Армении и иностранцем, связанным с адиденцем. Адиденц — это вообще другой статус. То есть поэтому они говорят, он же на работе, зачем вы требуете согласия? Что нас меняет? Да, но если говорим о том, что не с точки зрения работодателя, а с точки зрения ВНЖ, то есть статус изменения ВНЖ, да, ты должен просто получить согласие ураду працы, потому что тебе реально меняется параграф. У всех есть пластиковая карточка, но на пластиковой карточке же указано адиденец или по работе. Если ты на пластиковой карточке есть адиденец, другой параграф, другой статус временный. А если у тебя есть на карточке потом заместнание, то есть по работе, они тебе соглас могут дать только на 2 года. То есть и статус у тебя поменяется только на 2 года будет. То есть каждые 2 года ты до ПМЖ должен повторить этот процесс. То есть поэтому они говорят, оставьте его на работе, что будет через год-два. А если люди реально хотят как будто подаваться на ПМЖ, у них нет другого альтернативы. То есть должны вот этим процессом пройти, должны поменять свой статус, должны открыть эту вакансию, должны получить соглас ураду працы, податься в полиции и получить статус по работе. Там просто
Уряд працы может сказать, да, не будем давать, потому что чтобы не было работы, чтобы мы не писали, почему да, почему нет. Но фактически в том случае, который ты говорил в связи с каким-то примером, там главное, что работодатель это подает, а не работник. То есть работодатель должен показать, что те условия, которые закон от него требует, он исполнил. Например, было так. Когда-то было 20 дней. Открыта вакансия, на 21 день ты мог подать. Да. Потом поменяли на 20 рабочих дней. То есть получилось уже 30 дней. Реально, если берем там, выходных. С выходных. Да. И люди не ждут. То есть даже если работодатель подал вовремя все, открыл вакансию, то подал рано заявление, и они все равно дадут мне соглас. Да. То есть там признак. очень много ошибок можно сделать со стороны работодателя, без разницы, что да, они готовы сказать уряд працы, меняй статус, почему нет. Или бери этого человека, почему нет, потому что не хватает других людей на этого. То есть если они не соблюдают формально процесс так, как должен быть, до 100%, не 99%, просто 100% процесса ты, если не исполнишь, уряд працы всегда скажет нет. Скажет нет, потому что у него другой альтернативы нету. Просто нет там возможности, чтобы, например, сказал, вот здесь, закроем глаза, да, нет. Просто там формально есть, ты должен вот это исполнить, и уряд працы должен дать да. А если ты его не исполнил, они говорят, вот этот параграф ты не исполнил, мы дали нет. Если работодатель считает, что уряд працы либо формально отнесся, либо ответил не по существу, либо не прав, какие есть возможности у работодателя, чтобы как-то оспорить или подать заново, или как-то написать какую-то жалобу, то есть какой-то есть. То есть вот я хочу, чтобы этот человек получил, и человек хочет, и я хочу, как работодатель, чтобы человек поменял свой статус. И вдруг мне уряд працы отказывает. Я считаю, что это что он поступает не в соответствии то есть какие у меня есть возможности. Нигде в законе не указано, сколько раз ты можешь подать заявление. То есть нет ограничения. Есть краткий вариант и длинный вариант. За всякое, что выбираешь. Если берешь длинный вариант, то ты обжалуешь это. Там нет апелляционного органа, который может это рассмотреть, потому что это как будто формальное решение. Так как ты это можешь несколько раз подать, то нет, закон не смотрит на то, что ты можешь как будто обжаловать на какой-то второстепенный орган. То есть по факту ты или снова подаешь, снова ждешь этих 30 дней, или можешь какую-то претензию написать. Но в конце концов никак не исправишь свою ошибку. Ты ошибку можешь исправить только так, что подашь новый полный пакет. Это была ошибка с твоей стороны. А если ты считаешь... Без разницы. Если... Да, вынесен. Можешь его оспорить в судебном процессе, если хочешь, но это длинный вариант, который ты никак на это не повлияешь. То есть судебный процесс, скажем так, минимум 2 года. То есть если ты не хочешь мучить свою голову 2 года в судебном процессе и потом доказать, что ты был прав, тебе самый легкий вариант просто подать снова. Но 99% какая-то ошибка бывает на стороне работодателя. Или, может быть, он подал правильно, но кое-что в заявлении не так указано. Потому что заявление там есть кучу таких точек, которые ты должен вызначить и так далее, бла-бла-бла. И там могут быть ошибки. Формально ты подал, заявление можно исправить. То есть нет альтернатива вызов, и ты исправляешь свою ошибку. Нет, ты снова подаешь. Просто так придумана система. Если бы была возможность, что ты можешь это исправить, дополнить, изменения сделать, это вот другой вариант. Но так как там сроки 15 дней для того, чтобы выдать решение, и месяц для того, чтобы ты мог подать, можно сказать, в рамках 2 месяцев ты можешь 2 раза это подать. По-новому подаешь. Да. Может, в будущем поменяют, но этот процесс, административный процесс такой, что просто ты должен подать все без ошибок. Еще один случай из нашей практики, когда обращается человек, значит, все хорошо, все там работает, он устраивает работодателя, работник, одеденец, работодатель хочет ему тоже помочь перейти на новый статус, но выясняется, что на этом предприятии какое-то время назад, во время проверки, значит, было обнаружено некое несоответствие, то есть либо ИПшник работал в качестве работника, то есть были претензии со стороны
фонда занятости, уряд працы. Вот, соответственно, там и было вынесено там предупреждение, не знаю, как правильно это называется. То есть, как, значит, то есть, и это означает на практике, что этому предприятию запрещено официально иметь на работе иностранцев. Как людям подстраховаться при поиске работы? Могут ли они узнать? То есть, это как будто бы важно, если я как одеянец устраиваюсь куда-то на работу, то есть я держу в голове, будет у меня возможность перейти, с учетом того, что этот бан он на 5 лет, да, то вот можно ли как-то узнать заранее, есть у работодателя бан или нету? Первоначально знаешь, что когда-то была какая-то квота, можно сказать, что когда-то ты принимал иностранца, ты должен иметь у себя на работе 3 словаков. 4 мог быть, то есть 30% должны быть, могли быть, не должны, а могли быть иностранцы, а 70% словаки. Вот это как будто уже никто на это не смотрит, потому что очень много в здесь... законе норма осталась. В законе норма осталась, но просто, скажем так, все, никто на это не смотрит, потому что здесь одеяльцы, есть люди, которые просто надо брать на работу. И почему нет, если они хотят податься на ПМЖ? То есть, если работодатель уже их нашел, то есть, берем, это не третьи лица из третьих стран, уже ты здесь каким-то статусом, можно сказать, на тебя эта квота не влияет. Это тоже такая серая часть. А тогда все работодатели должны думать над этим. Окей, квота нету, у меня есть обязанность не иметь нарушения. Потому что та квота, которая была, она говорила, ты должен иметь словаков, то есть у тебя есть какая-то история. И на основе этой истории мы знаем, что ты можешь взять кого-то 4-го, то есть иностранца. Сейчас есть компании, у которых нет никакой истории. Когда-то не были ограничения. А сейчас, когда есть какие-то нюансы, которые работодателям дают какие-то обязанности, уряд працы над этим очень сложно следит. То есть, если он следит над работодателем, и у него есть какие-то нарушения на усеку заместности, это тот закон, который говорит, какие нарушения должны быть, или каким образом ты должен принимать людей, а там есть у тебя нарушения, ты как будто плохой, а плохим не дают. А для того, чтобы узнать к твоему вопросу, если работодатель плохой или как получил какой-то штраф, например, или предупреждение, это означает, что работник должен спросить, потому что эта информация, она как будто тайная. Нет публичного... То есть какого-то реестра не существует? Реестра не существует, но если ты задашь вопрос работодателю, а как вы принимали людей, буду я работать на ИП или по одеянцу, или по нормально... Могу я перейти там? Да. Есть... Ты уже поймешь, что там как будто не так, потому что или есть какой-то такой-то риск. Но в конце концов это не твоя ошибка. Это ошибка работодателя. То есть и там есть какой-то срок. Ты, например, можешь получить какой-то штраф, но через 2 года на тебя будут смотреть, как будто ты штраф не получил. То есть, может быть, типа списать? Да. Там просто... И также зависит, какое нарушение было. Если это было только, например, тебе сказали «но», и не дали никакой штраф. Или тебе дали самый низкий штраф. Или тебе просто указали в письменном формате, что у тебя были нарушения, но не так сложные, которые бы как будто оправдали для штрафа. Там очень много нюансов есть. Да, есть ошибка, есть формальное нарушение, есть умышленное нарушение. То есть, как будто бы есть некая градация. Например, социальное оповещение тебе может дать, что, окей, есть у тебя какие-то нарушения, но они не такие сложные или не такие, как сказать, для штрафа. Но нарушения есть. Это не означает, что ты не можешь взять кого-то на иностранца. Но потом, если ты, например, получишь штраф, или повторно получишь, тогда может быть бан, да. Да. Тогда может быть бан. И также работодатель, если его не оспорил, то как будто он согласился с этим нарушением. В силу, да. Да. Он когда вступил в силу, ты уже как будто у тебя есть блэк-лист. Запрет. Да. Хорошо, тогда такой вопрос, собственно, одна из причин, по которой люди с статусом одеянец переходят на ВНЖ по работе, потому что это уже понятный статус и понятна некая такая дорога, да, то есть roadmap, что через 5 лет я могу перейти на статус ПМЖ, который дает уже какую-то стабильность, понимание и некое резидентство, да. Потому как статус одеянец, он временный, да, и вот сейчас у людей на руках карточки до 27 года, но многие считают, что это гарантия, что до 27 года у них этот статус и останется. На мой взгляд, это заблуждение. Давай поговорим о той ситуации, что чтобы просто хотя бы
мы не знаем, как будет, но просто порассуждать, чтобы, может быть, на основании нашего рассуждения люди могли, ну, тоже как-то планировать, потому что это все-таки от этого зависит там жизнь, судьба, там какое-то развитие, там следующий год или там следующие годы. Что будет происходить, если, например, вот в марте месяце там, ну, принято будет решение, в феврале, в январе, не знаю, там, в апреле, то есть, ну, будет принято решение, что, значит, первое, что статус аннулируется, да, что чрезвычайная ситуация там заканчивается, да, это повлечет за собой сразу последствия и для людей со статусом беженец, одеденец, и для людей, которые в статусе ВНЖ, пользуясь чрезвычайной ситуацией, ну, не ходили там продлеваться, потому что, в принципе, карточки были продлены. Вот если мы можем немножко на эту тему поразмышлять и спланировать, как будут развиваться события, чтобы люди могли этот, ну, как бы вот этот вариант как-то держать в голове, чтобы могли, ну, как-то вот на него потом рассчитывать. Знаешь, в этом моменте на 100% нет ответа. Но я так, с моего опыта, считаю, что в конце концов государство не даст только 2 месяца для людей, чтобы решили свой вопрос, потому что они не смогут в полиции... Не успеют просто. Не успеют просто в полиции это решить. Даже вот эти люди, которые сейчас набирают, они все равно не справятся. Да. То есть сейчас в законе указано, что после чрезвычайной ситуации, если я не ошибаюсь, там есть 2 месяца для того, чтобы ты решил. Но ты сможешь получить какой-то там термин на подачу? Сейчас вот термин это. можно взять, условно говоря, через там 40 дней, то есть 2 месяца это вообще не То есть я думаю, что если государство пойдет в пользу иностранцев, то этот срок будет продлевать. То есть, например, в конце 2 месяцев скажут еще 2 месяца, еще 2 месяца. 2 месяца, еще 3 месяца, то есть дадут какой-то еще срок. Они могут в законе все сделать. Могут сказать, что эти 2 месяца продлеваются на 2 месяца. Просто не меняют там много параграфов и пишут один пункт изменяют, что пункт, там... Но должно это пройти через парламент и так далее. То есть эти изменения пока нет. То есть я бы на это как будто смотрел так с точки зрения, что лучше быть между первыми, чем последними. Но в конце концов у них появится одна ситуация, что здесь люди, у которых кончают ВНЖ. Нормально кончается ВНЖ, они хотят податься. Здесь люди, которые реально по временному убежищу одеденцы, им кончается карта, то есть они должны тоже податься. И потом есть еще какая-то другая группа людей, которые продлеваются. То есть как будто это все полиция не сможет решить. Да, но в одном моменте, в одном пике будет это все встретится. Коллапс. Да, будет коллапс. То есть люди, которые сейчас уже меняют на ВНЖ по работе, по ИП или, я не знаю, по воссоединению со семьей, можно им сказать, что на них это не повлияет. Потому что им скажут, окей, если у тебя ВНЖ есть, то мы продлеваем срок ВНЖ для того, чтобы напор людей, которые есть в студенческой полиции, мы смогли как-то образом решить. Как это повлияет на одеденцев, это я не знаю, потому что на одеденцев можно сказать, окей, вы это не успели сделать, вы не поменяли свой статус, у вас было 5 лет для этого, потому что война длилась 5 лет, ну, вам даем еще, может, там, месяц-два плюс, и все. И подавайте снова все. Потому что одно изменение закона, изменение статуса и новая подача — это все самостоятельный параграф, можно сказать. И ты меняешь параграф, и ты не меняешь просто карту. То есть тебе перейти с одного пункта закона на второй пункт закона — это реально административный процесс. Должны выдать решение. Люди не понимают, карточка — это решение. Выдача карты — это решение. В законе указано, если в процессе выдаем карту, то это решение. А при ПМЖ нет, там должны выдать решение, а потом карту. То есть какой-то такой процесс будет на 100%, и тут вот скажут, те, которые подаются на продление, им как будто есть время. Ну, могут дать дополнительно. Да, не стойте там в очередь перед полицией, там какое-то время. Но так как статус временного убежища мы убрали, одеденца мы убрали, закон нам говорит, что уже нет чрезвычайной ситуации. Почему? В чем пункт закона? Если чрезвычайная ситуация, ты можешь принимать другие меры при административных процессах, чем когда нету. То есть, если уберут, я бы смотрел на это, убрали чрезвычайную ситуацию. Если убрали чрезвычайную ситуацию, уже проблема. Потому что другие пункты закона работают. А если пока мы остались в статусе чрезвычайной ситуации, окей, я пока в норме, нет одеденца или не дают новых одеденцов, но я пока все равно в статусе чрезвычайной ситуации. То есть я бы первое смотрел на чрезвычайную ситуацию, потом бы смотрел на сроки, которые совпадают там для того, чтобы я подался, но не оставлял бы на последний момент, потому что может случиться так, что очень много будет подач по работе, очень много подач будет по ИП, и органы не будут успевать просто это делать.
И какой-то процент людей просто пропадет карты, пропадет ВНЖ по одиденцу, и будет надо им податься по-новому. Почему? Потому что, например, украинцам скажут, ну вы же у вас паспорта без виз, давайте снова. Ну, я тоже предполагаю, что в момент, когда будет принято решение, что, значит, аннулируется вот этот статус, да, дадут какой-то там вот 2 месяца, а потом скажут, что потом у вас включается ваш безвизовый статус, он тоже длится 3 месяца. Ну, а дальше вы должны будете либо перейти на статус какой-то другой, либо должны будете покинуть территорию. Ну, знаешь, это будет, как сказать, европейский проблем, Евросоюза проблем, потому что во всех странах будут каким-то образом решать этот будет вопрос. Какое-то ключевое решение на уровне Евросоюза, да, да. Потому что и то, что как будто начали выдавать эти ВНЖ-карты одиденцам автоматически, это тоже с Евросоюза пришло, это не со стороны Словакии. Словакии это не придумали. Так. В других странах я знаю, что в Испании первое это выдавали так. В Испании, в Австрии. Да. А потом к нам как будто, чтобы был какой-то контроль этой миграции. Тут большой вопрос, кстати. В некоторых странах, если я правильно помню, сказали уже людям с таким статусом, что когда вы будете потом переходить на какой-то статус, у вас этот срок может войти. По-моему, немцы начали считать. Знаешь что? Я, честно, в один момент такого видел у нас в законе. Но они каким-то образом его убрали потом. Я потом его искал. Речь об этом шла, да. Реально он был в законе. Я его на своих глазах видел вот это. И даже клиентам говорил, что посмотрите, это считается ваш срок ПМЖ. До подачи на ПМЖ. Но каким-то образом они его аннулировали, этот пункт закона. И я уже не смог найти, где он был. Потому что очень много изменений было в связи с чрезвычайной ситуацией. Очень много изменений было со стороны... Закон менялся, да. Закон менялся, там статусы поменяли, убрали вот это ИПС, усложнили его и так далее. Квоты ввели. Да, но этот маленький там параграф, который говорил, что если у тебя была чрезвычайная ситуация, и у тебя было временное убежище, этот срок считается на ПМЖ. Почему это сделали? Для того, чтобы не была такая большая нагрузка на подачу. Да. Чтобы люди сказали, спокойно оставляйте на этих временных картах. Вам пойдет зачет, да. Потом убрали. Каким-то образом там его потом убрали, и я уже не смог в законе это найти. Несколько раз пробовал найти, но не нашел. Ну, то есть на сегодня можно сказать, что документально в законе не отражено, что это будет как-то учитываться. То есть мы исходим из того, что, скорее всего, учитываться не будет. Зависит, когда нас смотрят зрители. Потому что сегодня это говорим ноябрь 2025 года. Состояние на ноябрь 2025 года, подтверждение, что статус одиденца будет учитываться при переходе на ПМЖ, нету. Пока нету. Через неделю может быть другая ситуация, через месяц может быть другая ситуация. Я думаю, что этим они должны разобраться, когда закончится чрезвычайная ситуация. Потому что очень много людей останется, как будто на несколько лет я здесь был, несколько лет я здесь работал. То есть формально исполнил закон по сроку 5 лет, но не по тому параграфу, который мне это позволяет. Да. То есть это, я бы хотел, чтобы этот вопрос они решили. Потому что это бы очень... Упростил бы ситуацию, всем стало бы сильно проще. И не надо было бежать вот куда-то переходить. Да, но это знаешь, что означает? Что очень много количества людей получит ПМЖ. Возможно, словаки в этом не сильно заинтересованы. Да. А почему? Знаешь, почему не заинтересованы? Потому что если у тебя без ПМЖ, ты можешь в коммунальных выборах голосовать. Участвовать, да. Ты можешь повлиять на политическую повестку. В коммунальных этих, не парламентных, а коммунальных. Выборы там в городе, в ты себе представь, если в Братиславе будет 200 тысяч украинцев, то и словаков 200 тысяч, ты реально должен уже на украинском говорить, в органах, потому что есть закон международный, который говорит, если в одном селе 30% превышает. Да. Должно быть, все названия должны дублироваться. То есть там есть просто интересы государства, которые не хотят просто, чтобы было. Не по поводу, что они людям мешают, по поводу контроля голосов для коммунальных выборов. Ну да, получается, что если статус резидента получат все граждане Украины, которые сейчас находятся здесь. Не только граждане Украины. Все, у которых есть временное убежище и одиденец. Да, как бы для которых украинский язык является родным, основным, то, по идее, если посчитать статистику, они могут превысить эти 30%. В меньшем городе, да. И тогда нужно будет все названия дублировать. Не только дублировать, ты имеешь право во своем родном языке, например, украинском, обращаться в органах.
как Южная Словакия, там, Венгрия, которые говорят на венгерском. Почему? Русины, венгры, да. Почему так? Ну, потому что их так много. А представь себе, что, например, ты сейчас есть какое-то количество людей, которые могут голосовать в выборах коммунальных. Пример, просто так говорю. Окей, Словакии плюс где-то там 100 тысяч иностранцев. Сейчас поднимается на 200 тысяч голосов больше. Сразу. Ну да, в Братиславе всего там 500, может быть, там 600 тысяч. Из них там часть... Это для всех, которые в каждом... Не у всех же ВНЖ или в Братиславе. То есть это повлияет и на коммунальные выборы во всех городах, в которых есть регистрация. То есть они об этом очень хорошо знают. То есть... Ну, с учетом того, что политическая ситуация, назовем ее так, сложная, то можно предположить, что вряд ли мы увидим шаги навстречу людям, чтобы они могли легко получить какой-то статус резидента. Здесь можно как будто сказать, что хорошо, что мы в Европейском Союзе. Почему? Потому что это будет какое-то европейское решение. Потому что также самым образом влияет и на коммунальные выборы других стран. Других стран, да. Потому что похожая легислатива. То есть ПМЖ, можно сказать, это такое маленькое гражданство. Потому что если есть у тебя гражданство, ты можешь повлиять на парламент, то есть выборы в парламент. Президентский, да. А если нет, то все остальное. Да. То есть мэр там, да. То есть это просто глобальный вопрос, который Евросоюз будет контролировать. Ты не можешь позволить, чтобы, знаешь, там пришло там несколько 10 миллионов людей и голосовали по-другому, как ты хочешь. Ну, это издержки демократии. Да. Ну, интересный, момент мы, скажем так, затронули. Вы постарались рассмотреть вопросы, связанные с трудоустройством, наиболее актуальные сегодня. Надеюсь, что наши размышления и рассуждения и ответы были полезны. Если какие-то вопросы остались незакрытыми, пожалуйста, пишите, обращайтесь. У нас есть разовые консультации, подписки, и какие-то вопросы мы готовы рассматривать на подкастах. Спасибо. Спасибо.